AI угроза или союзник? Союзник. Ты бы нанял в команду себя 10 лет назад? Нет. Автоматизация способна спасти любой бизнес? Нет. Ты считаешь, что AI заменит маркетологов? Нет. Ты когда-нибудь ставил счетчик «осталось 2 места», зная, что их еще 200? Пиздец. Ненавижу таких. Окей. Ты веришь, что можно продать и воздух, если продавать его красиво? Конечно. Ты считаешь, что все бизнесы должны быть в соцсетях? Да. Ты когда-нибудь делал лендинг за одну ночь? Да. Ты делаешь скрин чужой рекламы и думаешь, прикольно набрехал. Или Быстро. как тебе это в голову пришло, сучка? Вот. Быстро отвечай. По-настоящему. Лид-магнит или ретаргет? Лид-магнит. Твой офис мечты. Open Space, лаунж или бункер без связи? Завод. Ты бы предпочел команду мечты или миллион на рекламу? Команду. Что круче, личный бренд или хорошая реклама? Реклама. Всем привет, друзья! Вы на Вайбе успеха, и сегодня очередное интереснейшее интервью и интереснейший гость. Константин Жучков, привет, я рада приветствовать тебя. Эксперт в области маркетинга, автоматизации бизнес-процессов с помощью AI. Так? Так. Сегодня черпаем информацию, наслаждаемся. Ну и, конечно же, так как у нас контент не только экспертный, но и развлекательный, пусть зрители получат удовольствие. Я бы сказал трушный. Пусть будет так. Трушный канал. Все как оно есть. Крутые ответы. Маркетинг. Сейчас весь мир помешан на том, как же развивать свой маркетинг, как развивать свой продукт. Так вот, на чем нужно сфокусироваться, по твоему мнению? Сегодня я хочу открыть этот вопрос более глубоко. Поэтому мы прям поговорим. Дай ценные советы, с чего начать. Я всегда даю 2, иногда 3 ценных совета, да, в этом вопросе. Значит, вопрос первый, да, то есть с чего начать? Всегда нужно начать с какого-то базового образования. Это не значит, что нужно идти на какие-то сейчас многолетние курсы, тем более не нужно куда-то поступать. Хотя бы парочку промптов в ChatGPT – это уже какое-то маломальское образование. Это номер 1. Номер 2. Нужно понимать, что ты вообще делаешь, как это оценить. То есть как в школе. Нас же по каким-то причинам оценивали. Нам ставили там 2, 3, 4, 5. Как-то нас оценивали. То есть какая-то была метрика, какая-то у них была идея, как нас оценить. То есть нас к этой модели уже приучили за многие-многие года. И, соответственно, здесь то же самое. Когда ты запускаешь рекламу, тебе нужно просто чуть-чуть понять, что есть твоя хорошая оценка. И когда человек начинает мыслить цифрами, а не эмоциями, тем более, когда он начинает эти цифры как-то понимать и как на них влиять, вот тогда начинается качественное применение твоего образования, которое ты получил на первом шаге. Угу. А для того, чтобы человек не потерялся, да, не сдался, не сдулся, не, в общем-то, пошел назад, достаточно найти себе наставника, да, который просто на 2-3 шага впереди. То есть не нужно ходить на все выступления мира, на все спикеры, которые там заряжают, продают, как правило, ну и заряжают. А достаточно, на самом деле, обычный человек, до кого ты можешь вот так вот прикоснуться. И, в общем-то, 2-3 шага впереди этот спикер вокруг тебя, и у тебя все 100% получится. Но ты должен быть трушным. То есть то, за что я люблю себя, то, за что я люблю свое окружение, потому что мы какие мы есть. Вот просто без пиздежа. Вот такие, Сейчас какие мы это есть. цепляет. Конечно. То есть пиздеж уже не работает. Пиздеж уже не работает. Все очень хорошо считывают эту вот рекламу, то, что я тебя сделаю тебя успешным. Нет, лучше быть такой, какой ты есть, искренний, честный, и тогда все очень хорошо получается с людьми, потому что тогда ты можешь с ними договориться,
даже если вы работаете в одной нише, но вы все-таки договорились, и вы честные, трушные люди в отношении друг друга, то вот он, самый настоящий успешный успех. И прикол в чем, да? Мои рекомендации, которые я попытаюсь здесь давать и дальше, и сейчас даю, они применимы ко всем, абсолютно ко всем, потому что каждый способен начать выстраивать отношения, просто быть искренним. Это первая история. Абсолютно каждый способен зайти в чат GPT и спросить, можешь немножко меня образовать, да? И абсолютно каждый способен оценить, условно говоря, я работу свою сделал хорошо или плохо, просто поняв базовые цифры. Как в школе. Как научиться общаться с чатом GPT правильно, чтобы он тебе действительно выдал правильный, актуальный ответ? Это хороший вопрос. Самая простая инструкция, вот прям буквально спросить, да, я занимаюсь тем-то, 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 научи меня со мной правильно общаться. Еще, может, более простой лайфхак, но чуть больше потребует времени, это просто попросить чат GPT, я вот хочу сделать вот это, преследую вот эту цель, хочу вырастить вот этот показатель. Задай мне все необходимые вопросы, чтобы ты меня абсолютно хорошо понял. Вот и все. Настолько просто. Целевая аудитория. Как ее распознать? Как понять, кто твой клиент? Самый простой способ спросить, но не все это любят, не все готовы, скажем так, ходить, собирать информацию, потому что человека сложно поймать, с человеком сложно договориться. Люди врут. Они врут, что они учатся, они врут, что они ходят в спортзал, они делают вид в основном. То есть люди очень много врут. Это надо понимать. Поэтому самый лучший способ понять, кто твой клиент и почему он может стать твоим клиентом, да, это самый эффективный способ – это взять, например, его на какую-то диагностику, на решение какой-то одной малюсенькой проблемы. Во-первых, тебе за нее заплатят. Он подтвердит деньгами то, что это действительно является его задачей и проблемой, за которую он готов заплатить деньги. Это номер один. И ты фактически сходил на интервью, проблемное интервью, да, когда ты ищешь, кто твоя целевая аудитория, почему у него такая проблема и почему он готов платить за эту проблему. Потому что он за нее уже заплатил и с тобой говорит: окей, у меня болит голова. Хорошо, вот твое обезболивающее от головы. И он за это интервью заплатил. Самый эффективный способ таким образом сейчас находить людей и понимать, что у них... То есть дать им вот ту самую волшебную таблетку, которая решит их проблемы вот здесь и сейчас. Абсолютно, абсолютно точно. Как же приблизиться к этому моменту, чтобы действительно дать ту самую нужную волшебную таблетку? Не ошибиться. И вот здесь на сегодняшний момент помогает ChatGPT, потому что что сейчас происходит? Да? Максимально искусственный интеллект сейчас скармливается огромнейшим объемом информации. У меня к тебе встречный вопрос. Как ты думаешь, сколько на сегодняшний момент, точнее, я бы даже так сказал, на момент конца 2024 года человеку нужно чистых лет, чтобы обладать тем же самым объемом знаний, что и ChatGPT? Наверное, жизни не хватит, я думаю. Просто пальцем в небо. Больше 50 лет. 10 тысяч лет. Чуть-чуть не попало. Чуть-чуть не попало. Капельку. Чуть-чуть. В общем, идея в чем? В том, что человеку нужно жить чистыми 10 тысяч лет, чтобы обладать примерно тем же самым объемом знаний. Это о чем говорит? О том, что он знает намного больше, чем мы. Намного больше. Мне нужна срочная таблетка, которая позволит мне жить 10 тысяч лет. Да. И идея в чем? В том, что эти 10 тысяч лет выражается в том объеме, которым есть внутри памяти чата GPT. И нужно эффективно вытаскивать эту память из чата GPT. А для этого нужно как раз-таки учиться задавать эти вопросы, задавать эти промпты. Но даже если этому не учиться, повторюсь, просто скажи ему: научи меня, как будто я 7-летний ребенок. Как с тобой общаться эффективно? Как сделать так, чтобы точность твоих ответов была максимально высокой? А есть ли какие-то, может, ты можешь порекомендовать программы обучающие, которые бы научили человека пользоваться чатом GPT? Есть для старта, то есть какие-то простые бесплатные решения, это элементарно YouTube, потому что на самом деле очень много ребят уже это опубликовывают, уже об этом рассказывают, это не в новинку, то есть ничего, скажем, здесь такого сверхъестественного нет. Либо пойти
уже на какие-то, опять же, недорогие курсы. Это называется промптинг, то есть можно вот по этому ключевому слову загуглить. Промптинг там, в области такой-то, в области маркетинга, промптинг в области там, автоматизации, да. И ты уже получишь какие-никакие релевантные ответы. Это уже будет лучше, сильно лучше. И где-то ты уже чему-то подучишься. На самом деле, самый простой способ тренироваться – это почаще его применять. То есть почаще что-то спросить, почаще что-то за GPT-тить, и, соответственно, все В получается. общем, GPT это сейчас вот та самая волшебная таблетка, которая может помочь в любой сфере деятельности, распаковать человека. Самое главное, мы никогда не были так близки для того, чтобы вот малый бизнес или микробизнес стал настолько близок к крупным игрокам. Такое только было раньше доступно крупным игрокам. Типа Apple, типа Microsoft, ну, какие-то средние компании, да, но никогда малому и микробизнесу такого не было доступно. И самое главное, малый и микробизнес, на самом деле, может применять это намного более эффективно, потому что они куда более поворотливые. Большие компании, там много юридических ограничений, всякие комплайенсы и так далее и тому подобное, это тяжело. А малый бизнес может сейчас, вот, как говорится, расти как на дрожжах. И это вот как раз-таки вот про профессиональное применение собственником и командой инструментов, которые предоставляет искусственный интеллект. Ты сказал, что сейчас бизнес не может развиваться вне социальных сетей. Безусловно. Как бы ты порекомендовал, в каком направлении социальных сетей развивать свой бизнес? Что лучше работает? Google, Instagram, Facebook? Куда лучше направлять свою рекламу? И везде ли реклама работает однотипно? Либо для Инстаграма одна реклама, например, для Гугла другая реклама. Как правильно этим заниматься? Услышал вопрос отличный. Я бы немножко здесь исходил от человека, который непосредственно занимается какой-либо деятельностью. Если человек более медийный, если человек лучше себя раскрывает и лучше способен показать себя через социальные сети, через Инсту, через Фейсбук, я бы на месте этого человека шел бы вот в эту сторону, да, то есть раскрывался бы там. Потому что вот, что меня очень сильно бесит, да, в предпринимателях, ну, знаешь, когда встречаемся на нетворкингах, они такие: у меня Google реклама не работает, вообще не дает результата. У меня там Facebook не работает, да они черти какие-то, понимаешь? Вот условно говоря, вот такие вот я плюс-минус получаю. Лучше я буду по сарафанке, да, работать. То есть вот у них вот такие вот убеждения, да, становятся и после их какого-то негативного опыта. А дело в том, что там сидят умнейшие, сильнейшие, высокооплачиваемые люди, аналитики, специалисты, разработчики, которые занимаются каждый день для того, чтобы лучше свести бизнесы, да, максимально качественно свести бизнесы с потенциальными клиентами, да, потому что они на этом деньги зарабатывают. Это их ключевая метрика, ключевая идея. Ему нужно вначале попробовать разные каналы, посмотреть, что тебе лучше откликается и что тебе дает первых клиентов, первые результаты. На это нужно, конечно же, отложить какие-то деньги, собрать какие-то деньги и просто постепенно попробовать. И вопрос еще, как попробовать. Потом спроси меня, пожалуйста, этот вопрос, как нужно попробовать. Обязательно. И в конечном счету, после того, когда ты найдешь свой канал, вот в нем надо стать вот лучшим из лучших. То есть, опять же, про фокус внимания. Да? То есть, если ты собираешься разбираться в Телеграме, стать в Телеграме лучшим из лучших, значит, ты должен хорошо писать контент. Значит, ты должен понимать, как его продвигать, как его эффективно продвигать, как его максимально дешево набирать подписную базу себе. Ну вот, соответственно, поэтому лучшим стать в Телеграме. Если ты собираешься быть лучшим в Инсте, ну, безусловно, соответственно, ты другие каналы ставишь на паузу и фокусируешься только на Инсте. И так даст, в любом случае, это даст какой-то свой результат. А как же выгребать из этой всей конкуренции? Стать лучшим сейчас – это вообще из рода фантастики. Особенно в Инстаграм, такие социальные сети, как Телеграм тот же. Как быть лучше? Я считаю, что в Телеграме конкуренции то есть вот, ну, нет там такой безумной конкуренции, как казалось бы, да, то, что там
Наоборот, из-за того, что люди, большинство, не разбираются и не фокусируются, они очень быстро выжигают свою целевую аудиторию. Ну, вот ты же можешь зайти в свой Телеграм, да, открыть, то есть ты же видишь там кучу непрочитанных, да, то есть не идет, не стреляет контент. И есть те каналы, которые почему-то на сегодняшний момент они пока тебе интересны. Но потом, если тебе первый, второй, третий раз там, да, пришлют какую-то шляпу, то, скорее всего, ты уже в этот канал заходить не будешь. Да? То есть ты его оставишь там, да, может быть, на какое-то будущее. Но потом, скорее всего, все равно ты уже там накопится слишком много, и нет смысла, отпишешься. Да? То есть срок жизни таких каналов очень-очень маленький. Там как раз-таки стать лучше намного проще. Потому что люди начинают быстро всегда... То есть они хотят быстрых результатов на сегодняшний момент. Поэтому из-за того, что они хотят быстрых результатов, начинают продавать в лоб. Купи. А люди так не работают. Ну, вот как же работает? А вот как работает в отношениях с женщинами? Прелюдии нужны, конечно же. Ну вот, например. Так. Вот как затащить на красный диван женщину? А у тебя сегодня это получилось очень быстро сделать. Мачо просто. Ну вот, соответственно, все равно какое-то время нужно на развитие отношений. Да, то есть, понятно, есть сегмент женщин, которые могут дать с первого раза, да, безусловно, с разными мотивациями, с разными причинами. Дешевки. То же самое, на самом деле, со всеми людьми, потому что на той стороне твоего письма, твоего поста человек. Он в любом случае, там не искусственный интеллект, там человек, который будет читать и каким-то образом отражать твое мышление. Вот и все. Поэтому на сегодняшний момент в Телеграме какой-то безумной конкуренции нет. Что мы должны ему дать на первой странице такому клиенту? И вообще, нужно ли ориентироваться в первую очередь именно на такого клиента, который еще не понимает, он как ребенок, либо уже ориентироваться больше на продвинутого пользователя? Нужно ориентироваться на тот сегмент, у кого ты лучше и эффективнее можешь решить проблему. И дать человеку то, что решит действительно его проблему и задачу. То есть, что я сейчас вижу, какую я просто отвратительнейшую тенденцию вижу в инфобизе на сегодняшний момент. Начинают давать, типа, тебе чек-лист от того, чек-лист от всего, 5-20, и у тебя вот этих вот чек-листов, гайдов накапливается вот такая папка, к которой ты никогда не возвращаешься. Да, и ты так и не поняла, в чем заключается польза. Да, то есть зачем тебе этот чек-лист дали. И таких материалов, то есть они все, я тебе даю это, главное подпишись на меня, да, и так далее, и так далее. Но на самом деле нужно, чтобы... То есть изначально это было создано, да, то есть вот эта концепция родилась здесь, в Америке, такая трипвайерная воронка, это более модное слово. Она появилась здесь, и нужно дать маленькую пользу, вот такую, которая действительно решит твою проблему. То есть, чтобы ты зашел и типа, ага, о, классно, совершенно другая точка зрения, да, это может быть какая-то даже статья, там, да, или какой-то там документик, который, промптик, да, то, что, оказывается, вот можно вот так вот, и все, и сразу же доверие, сразу же, о, тело говорит, подписаться, ну вот что нужно дать, нужно понять, какую проблему и задачу он хочет решить, да, и из-за этого подсказать, да, окей, подпишись, я буду дальше твои проблемы и задачи решать. Потому что в конечном счету другая сторона инфобиза, о том, что я тебе дам ракету, ты сейчас улетишь на Марс вместе со мной. А нафига, если у него нет элементарной машины, там, добраться до взлетной вот этой вот площадки. Вот, ты ему дай инструмент, чтобы он до туда доехал, да, то есть вот что-то такое вот простое, что можно потрогать для смертных. То есть поэтому Google у многих и не заходит, поэтому они и страдают. Да, потому что малые бизнесы настолько торопятся продавать, настолько вот бегут, летят, да, делать, обеспечивать продажи, и совершенно забывают о том, что вот нужно где-то пообщаться, где-то узнать, да, на чем-то сфокусироваться, да, потому что вот и из-за этого-то в том числе они и не растут, да, потому что приходят такие клиенты, приходят сякие, приходят 5-20, они все такие бизи, занятые, да, все из себя такие крутые, типа хер дозвонишься, если честно. Вот. А по факту, как бы, вы свое время и фокус просто расхерачиваете ни на что, потому что намного проще конвейером обслужить одну проблему, одну задачу решить, там стать успешным, так же, как в одном канале, там стать успешным, и это уже поднимает на очень-очень-очень высокий уровень.
я зуб даю, то что если решать одну проблему на широкой аудитории там, в онлайн-формате, о чем большинство мечтает, да, то есть жить где хотите, работать с удаленкой, зарабатывать много, ты запустил там Reels, и он уже там начинает тебе оплаты приходить, ну, то есть как бы картинка мечты. Приходится здесь сталкиваться с определенной реальностью, что не у всех так получается. А если люди будут фокусироваться и решать одну проблему, одну задачу, и это делать на широкую аудиторию в онлайн-формате, я зуб даю. Не меньше, чем $50 тысяч ежемесячно. Зуб даю. Константин сегодня дает зуб. Ну а вы, друзья, дайте нам свои комментарии. Нам нужна обязательно обратная связь. Вообще, что вы думаете по этому поводу? И, возможно, у вас созрели какие-либо вопросы, на которые мы обязательно ответим. Правда, Константин? Безусловно. Ну и, конечно же, лайк и подписочка. И все будут счастливы. Особенно я. Я тоже, ладно уж. Нет, я больше. Потому что мои отношения, которые я развиваю с тобой, как хочу пример дать, я всегда преследую интерес второй стороны чуть больше, чем свой. Чуть больше, потому что это ценнее, это лучше развивает отношения в долгосрок. Это уже прелюдии. Видишь как? Раз мы уже заговорили про Google, социальные сети, сколько денег нужно вкладывать на старте? Стоит ли сразу прям вбухать большое количество денег, либо можно начать с малого, с прелюдий? С прелюдией. Я бы чуть шире раскрыл ответ на этот вопрос. Из-за того, что денег на старте мало, предприниматели, эксперты, как правило, экономят, потому что переживают, боятся за каждую дополнительный неэффективный цент, как бы вот, условно говоря, как бы случайно вложить не туда. Это первая основная проблема. И из-за этого они начинают экономить на реально крутых специалистов. Они начинают мотивировать немотивируемых, начинают искать новичков, начинают на них надеяться, начинают... Все это время они все больше и больше влюбляются в свою идею. Это тоже проблема, потому что проходит время, а ты боишься расставаться с этой идеей, потому что ты в нее влюбляешься, о боже, тебя поддержали, тебя поддержала мама за ужином, тебе рассказали, какой ты красавчик, сколько ты всего придумал, о боже. Это проблема. Так вот, они экономят на специалистах, то что реально привлечь хорошего, классного специалиста. И тратит еще больше, потому что в конечном счету все равно нужно будет нанять специалиста, потому что крутой специалист, он те же самые деньги, которые ты дашь ему на твой изначальный бюджет, открутит просто эффективнее, потому что он их уже откручивал в других проектах. Вот в чем прикол, вот в чем инсайт. Иными словами, если у тебя бюджет, скажем, минимальный, $1000 заложено, и этот специалист стоит, пусть будет то же самое $1000, стоить. То есть ты всего 2000 заложил. Он тебе за эти 2000 даст 100 лидов, и получается средняя цена заявки, то есть это контакт, будет стоить всего лишь $20. А специалист, который стоит, условно говоря, пусть будет $400, но у тебя останется, условно говоря, 1600 на бюджет, те же самые $2000, но он тебе даст 50 заявок на те же самые 2000, и тогда у тебя одна заявка, один контакт будет стоить $40. Вот и вся простая математика. И это самая топ-1 ошибка для большинства. А как запустить тот самый Google Target? Запустить его эффективно? Не просто кнопки, потыкать наугад, а чтобы это работало. Для этого есть специалисты, для этого есть профессионалы, которые запускают это на уровне буквально каждый день. То есть они знают, какие там обновления, что сейчас можно, какие сейчас алгоритмы плюс-минус работают, потому что у них выше насмотренность. То есть на старте эксперту или предпринимателю я бы вообще туда не советовал бы хоть как-то смотреть самостоятельно. То есть либо это должна быть какая-то супер свежая, супер актуальная, условно говоря, инструкция, которая была создана вчера, где ты просто тупо повторяешь, либо ты не запускаешь. Нужно эту историю доверить профессионалу. А что требуется от тебя, то есть нужно исходить из того, что, к сожалению, 90% рынка
таргетологов, маркетологов, да, которые себя вот так вот называют, они некомпетентны. Не потому, что они некомпетентны в каком-то своем вопросе, они некомпетентны конкретно в твоем вопросе. А логика у них очень простая. Им чем больше проектов набрать, то есть они тоже начинают обслуживать всех подряд, потому что хотят зарабатывать больше в конечном счету. Вот. И из-за того, что они обслуживают всех подряд, они не понимают нишу, не понимают смыслы, не понимают, что писать в рекламе. Да? То есть они сами не знают, как продвигать. То есть они строят из себя умных, опытных людей, но они сами ни хрена не понимают. Вот в чем Но это проблема. сейчас, кстати, очень модная тема. Ни хрена не понимать? Строить из себя много и ни хрена не понимать. Ну да, конечно. И как же вот от такого горя-специалиста уберечь себя? Просто проверить одну вещь. Да? Как ты происследовал свою целевую аудиторию? Как ты, вот что ты сделал, на основе чего ты построил вот картинку, которую ты будешь потом продвигать там в Инстаграме, Фейсбуке, либо в Google рекламе, или там, ну вот на основе чего? То есть вот что было вот твоим каким-то документом? То есть когда там юристы пишут договор, да, есть такой более тоже приземленная тема, они сначала, как-то пытаются информацию брать, то есть какая цель договора, о чем договорились стороны, да, какие вот важные моменты описаны, да, ну и плюс законодательство, да, то есть это их фундамент, на основе чего они начинают какие-то пункты договора составлять. Но тут то же самое, соответственно, у маркетологов, их законодательство – это исследование целевой аудитории. Вот, и это сейчас нужно делать как никогда, вот настолько это важно и срочно это делать, потому что в противном случае ты просто сольешь деньги. И твой маркетолог сольет деньги и скажет, что ой, не получилось. Так вышло. Да, так вышло. Это рынок виноват. Экономика виновата. Там инфляция высокая. Вот, не получилось. Вот. Мы же любим ответственность переносить на кого-то другого, лишь бы только не на себя взять эту ответственность. Ну, вот это большая-большая проблема. А начинашки, которые так долго откладывали, так долго верили в идею, так долго в нее влюблялись, еще больше разочаровываются, говорят, ой, Google реклама не работает, Facebook плохой. Там же дебилы сидят на той стороне. Конечно, они же ничего не понимают. Зато вот предприниматель, который первый раз запустил рекламу, конечно, он все знает, он просто гений в Facebook рекламе. В общем, засовывайте свое эго куда подальше, учитесь, распознавайте, потому что если не вы, то кто? Кто ваш конкурент? Кто ваш конкурент? Обязательно. На самом деле эго во многом мешает людям развиваться. Ты согласен с этим? Я не просто с этим согласен, я столько сделал косяков из-за того, что я думал, что, я самый умный. Такой ним сейчас пририсуем. Да-дам! Самый умный. Ну, это большая проблема. То есть надо, особенно в мире, где столько информации, особенно в мире, который развивается настолько быстро, здесь нужно обнуляться чуть ли не каждый день. Да? То есть думать, что, я этого всего не знаю, и позиция «я от тебя научусь», даже вот сейчас, вот те, кто это видео смотрит, то есть вот вы можете сразу выключать это видео, если у вас отношение к нашему вопросу, я и так это все знаю. Нет смысла. Никакого нет смысла. Что они сделают, да? А вот если позиция «я от тебя научусь хотя бы 0,0000001», это уже в 10 тысяч раз лучше. Потому что иногда какой-то один инсайт, он уже совершенно может просто ситуацию развернуть на 180. Да? Совершенно иначе, совершенно другой разговор. Вот. Визуал имеет значение? Смыслы. В первую очередь смыслы. Визуал начал иметь значение из-за того, что как раз-таки не получалось никак понять вообще, из-за чего они покупают. И они начали, условно говоря, сначала такой, да, потом начали что-то там рисовать еще, потом начали прям уже какие-то 3D-визуализации делать. Красивую оберточку потом сделать. Начали, конечно, да, то есть вот эти красивые оберточки, чтобы, хоть что-то у них там, условно говоря, купило и привлекло внимание. Если это не решит проблему и задачу целевой аудитории, твое предложение, твой оффер, то никакой визуал тебя не спасет. Никакой. То есть нужно сфокусироваться на одном. Ты должен понимать, что есть, что ты хочешь предложить и как ты, с помощью какого метода, с помощью какого уникального подхода предлагаешь решить проблему своей целевой аудитории. Все. Вот клянусь, все. Вот настолько все приземленно и просто. А то, что господа
которые ракетостроители. Вам нужно это, вам нужно то. Да идите вы куда подальше, если честно, со своим вот этим вот. Вам нужно это, вам нужно то, потому что это вот обычным людям нужно просто вот сейчас вот выйти, поскорее запуститься, поскорее работать, поскорее зарабатывать достойно. Вот что им нужно. Вот самые обычные люди, приземленные обычные люди. Давай на моем примере. Я владелец подкаст-студии. Мой оффер – крутая студия. Я предлагаю классных специалистов, классное оборудование, И классное диван. пространство и красный диван. Это фишечка уже. Как мне привлечь клиентов? Что я должна делать на старте? Все то же самое. Сначала нужно понимать, с какой целевой аудиторией ты работаешь, какую проблему ты решаешь. Вот. И здесь нужно сразу же вот честно получить какую-то аналитику сайта. Я честно скажу, что я твой сайт уже посмотрел, я подготовленный. Сайт ни о чем. Почему? Потому что он продает идею вот, подкастная, да, подкастная. Ну, объективно, кто придет, кто знает то, что его решение проблемы – это подкаст. Ведь у подкастов есть много других конкурентов. Кто-то через рилсы, кто-то через Telegram идет, кто-то через там какую-то другую идет медиа, кто-то, может быть, там в статьи пишет, да, и на выходе приходит к чему? К тому, что, ну, я хочу быть там узнаваемым, да, я хочу быть, я хочу масштабировать свой продукт, я хочу масштабировать свою идею через подкаст, через рилсы, через Telegram, через там какие-то пиар-статьи. Вот в чем проблема. Поэтому твой сайт – это про то, что люди уже знают то, что для решения их проблемы им нужен подкаст. И поэтому они ищут подкастную студию, поэтому они ищут красный диван, поэтому Ну, им тебе же здесь... понравился Конечно, визуал, диван-то конечно. красный сразу. Конечно, это Да. первое, что я здесь заметил, первое, что я влюбился, и, соответственно, все мои идеи вокруг этого красного дивана, это вау. Так вот, эти люди уже ищут решение, то есть это уже самый высокий уровень осознанности Мгм. у этих людей, которые ищут решение, что вот мне нужен подкаст. Вот для них это будет востребовано, вот для этой категории людей. Но у абсолютного большинства совершенно другая проблема. Они ищут себе инструмент, с помощью чего они смогут прокачаться, с помощью чего они смогут стать более медийными, с помощью чего они могут получить визу талантов, с помощью чего они могут получить, то есть вот какой их инструмент для того, чтобы качнуть. Вот из-за этого, на самом деле, из-за того, что сайт не закрывает ключевую задачу, да, моя, например, А задача. мы-то делаем все эти задачи. Вы-то делаете эти задачи. Но кто Вы об этом знает? Почему-то вы об этом не Получается, рассказываете. вот так. То есть моя ключевая задача, да, условно говоря, я хочу на сегодняшний момент качнуть Telegram. Хочу этот контент текстовый такой, да, знаешь, где не так раскрывается личность, как она раскрывается на видео. Да? Что я хочу? Я хочу постануть, один из вариантов, да, вот, сделать репост этого подкаста. Туда. Это одна из моих задач. Для чего? Для того, чтобы стать более узнаваемым, для того, чтобы продвинуть свой продукт. Да? Конечно, это моя задача. И сейчас я решаю вот эту вот задачу, да, то есть, чтобы мне прийти там к той вот самой мечте, мне нужно вот это вот, я хочу снять свой там подкаст вместе с тобой, чтобы выросла, там, условно говоря, моя база подписчиков там на, не знаю, 100 человек, уже хорошо, да, плюс 100 человек. Поэтому я ищу подкастную, поэтому я ищу человека, который меня классно и интересно раскроет, да, не как-то занудно. Вот, соответственно, поэтому я здесь сегодня и сейчас, да, чтобы об этом поговорить. Это ключевая проблема, где из-за чего в том числе проблемы с продвижением именно сайта. А вот там, где у тебя продвижение идет через Инстаграм, через твою более сильную и выраженную сторону, вот там сразу все хорошо. Потому что там понятно, что ты делаешь, как ты делаешь, раскрываешь, опять же, идею глубже, и, разумеется, оттуда приходит больше подписчиков и больше запросов. Потому что там люди считают, оказывается, подкаст это для того, чтобы качнуть Telegram, оказывается, подкаст это для того, чтобы качнуть свою там медийку, да, то есть они начинают ловить этих инсайтов больше, потому что там это лучше раскрыто. Неудивительно, что там результаты лучше. Удивительно то, что ты был
как ты сказал, сооснователем гей-клуба. Давайте, друзья, удивляться вместе. Давайте. Расскажи немножечко про вообще идею открытия именно гей-клуба. При этом сам ты совершенно традиционной ориентации, прекрасная жена. Что сподвигло? Значит, на самом деле, прям, если чуть-чуть уйти в начало, мы с моим товарищем, с Сашей Гусевым, были очень толерантны к геям. Я из Москвы. Разумеется, общество там, условно говоря, делится, ну, как правило, по моему субъективному мнению, да, на два лагеря. Условно говоря, либо я сильно против этого, либо второй вариант, главное, чтобы я этого не видел. Делайте, что хотите, не показывайтесь только. Вот. Делится, вот, по моему субъективному мнению, это общество делится именно так. Так вот, а мы как-то вот изначально были толерантны, что ли, к этому вопросу, да, потому что нам как-то вот хотелось их поддержать, да, потому что, ну, их всех прям вот гнобили, зажимали, и как-то это все было нечестно. Да, потому что они на самом деле очень умные, очень талантливые люди. Мы с такими встречались, общались, поддерживали даже отношения. Но общество не позволяло нам с ними поддерживать отношения, потому что вы, типа, ну что, вы с геем общаетесь, что вы, дебилы, что ли? Это было вот примерно так. Так вот, мы решили основать свой гей-клуб, да, потому что мы хотели, наоборот, таким образом дружить. Да, то есть мы действительно друг друга называли там сладеньким, вкусненьким, солнышкой, где-то могли по попке друг друга треснуть. Серьезно, это было так, и мы это совершенно не стеснялись, потому что это было прикольно, это был наш стиль, и мы в тот момент поняли, то, что именно так то есть это стало нашим УТП. Хочешь с нами дружить? Дружи, только мы дружим через гейские шутки. И вот так вот мы выстроили свое позиционирование, и к нам начали приходить прикольные ребятки, с кем было очень интересно продолжать общение и развивать это общение. И вот мы развивали общение, то, что мы могли сквозь года, сквозь времена встретить, типа, о, пидор, здорово. Нормальные замашки у ребят. Сколько зим, сколько жоп. Но ты все равно еще мой пидорасик, понимаешь? Вот это было классно, понимаешь? Вот сколько бы ни прошло времени, мы всегда типа, о, привет, сладенький. Это вот стиль, это вот то самое позиционирование, у которого не хватает бизнеса. То есть они все и для всех, но из-за того, что они все и для всех, они, опять же, не могут дешево привлекать клиента, потому что клиент не понимает, для него это не для него. А условно говоря, у нас было, типа, хочешь с нами дружить? Ну, просто дружи с нами, ну, пусть это будут гейские шутки, и наша комьюнити действительно поддерживала, вот в том числе вот эту вот какую-то толерантность развивала. Хотя, опять же, все женатые, все с девушками, и вот так, чтобы был один настоящий гей, появился чуть позже в универе, вот, который настоящий. И, разумеется, его общество выкинуло, откинуло и не позволило ему жить в этом универе, к сожалению. Ну вот это все от болей и вот от идеи в том, что вот их можно было бы поддержать. Я знаю, что кепочка на тебе имеет какое-то определенное значение. Да, это как раз кепочку мне подарил основатель идеи Саша, вот, основатель идеи гей-клуба. Соответственно, я ее по сей день ношу. Интересно, Apple тоже такая же система взаимодействия компании, как ты думаешь? Я думаю, что в любом случае это корпорация, в ней есть правила, в любом случае. Но дело в том, что это люди, которые на сегодняшний момент уже задумываются о других людях. Они позволяют людям раскрываться, позволяют людям говорить, позволяют людям принимать какие-то решения, да, какие-то интересные, классные решения. И когда эти люди понимают то, что они будут эффективнее и лучше жить от того, что вот они такие, какие они есть, они трушные, они настоящие, они искренние, они как-то вот лучше работают. А для того, чтобы им качать найм, да, то есть прокачать, сделать его лучше, я уверен, что вот при входе, после, скажем так, HR всех этих специалистов, когда вот все, ты уже там находишься, да, они спрашивают, ну вот у нас испытательный срок, вот список наших ценностей, вот список наших принципов. Ты с ними согласен? Изучи, посмотри.
Если согласен, то ты вольешься. Если не согласен, то либо нет смысла, либо подумай. Вот. Если согласен, то у тебя все получится. Вот такая простая математика. Что вы думаете, друзья, про такую простую математику и склонны ли вы пребывать, например, и представлять себя в окружении вот таких людей и основателей интересных клубов? Гей-клуб. Гей-клубов. Пишите обязательно в комментариях. Ты сказал, что наши зрители могут получить какие-то интересные бонусы. Я всегда за развитие отношений и за вин-вин-вин. Значит, что за бонусы? Мой вопрос к тебе. Ты когда-нибудь была в аптеке? Хоть раз приходилось заходить в аптеку? Приходилось. Приходилось заходить в аптеку. И вот когда ты заходишь в аптеку, ты пришла с какой-то туда целью. Опять же, мой уже, наверное, изъезженный пример. У тебя болит голова, Пора лечиться. нужно купить обезболивающее от головы. В другой день простудилась, нужно какие-то купить там, я не знаю, да, специальное лекарство от какой-то там простуды, там, да, или там, в зависимости от того, какой симптом. Ну так вот, то есть ты решаешь с помощью какого-то лекарства, ты решаешь определенную задачу. И вот эти бонусы, которые я хочу подарить твоим подписчикам, решают все те же самые задачи, но только в области рекламы и маркетинга. То есть, если твоя задача написать какой-то классный текст, то в этот момент ты должен зайти на эту платформу и посмотреть промпт, который подскажет тебе, то, что вот по такому промпту ты получишь классный текст там, с темой история, или чек-лист, или какая-то, не знаю, вдохновляющая там мотивашка, скажем так. Если у тебя задача, вот прямо сейчас нужно поднять свой какой-то продающий сайт, да, на него запустить рекламу, то вот другая инструкция, жизненная, да, о том, что вот, пожалуйста, следуй этой инструкции, используй эти промпты, и ты получишь продающий сайт. То есть точно такая же логика, как с аптекой. То есть ты заходишь и решаешь свою какую-то конкретную задачу. Поэтому я для твоих подписчиков дам аж, не знаю, 15 или 20 инструкций, я уж не знаю, они каждый день добавляются активом, потому что что-то работает, мы начинаем это, разумеется, публиковать. Так, что для этого нужно сделать? А вот тут вот вин-вин-вин. Значит, логика очень простая. И это с этим помогает. Значит, нужно оставить комментарий под твоим постом, нужно поставить лайк под видео, прошу прощения, и под видео оставить комментарий. После этого под видео будет ссылочка на бот, нужно кликнуть на эту ссылочку, и бот подскажет то, что вот, пожалуйста, пришлите скриншот комментария, который вы оставили под видео, и только после этого, на основании этого скриншота, бот выдаст доступ к этим бонусам. Записали инструкцию, пользуемся и предпринимаем действия. Ну а сейчас у нас интерактив. Константин, представь, что ты объясняешь бабушке, я вот такая бабушка, если бы все так бабушки выглядели, друзья мои, мир был бы просто сумасшедше прекрасен. Ты поддерживаешь мою идею? Безусловно, безусловно. Так вот, я тебе сейчас выдам планшет, Окей. и ты нарисуй самую простую схему. Например, вот клиент, вот триггер, вот продукт. А вот денежка пошла. Окей. Пошла. Вот такую схему для сексуальной бабушки в студию. Что первое приходит в голову? Значит, условно говоря, вот опять же тот инструмент, который доступен всем простолюдинам. Да, то есть я не хочу ни в коем случае никого обидеть, как есть. Да, Примитивные. Примитивно, просто, да, чтобы каждый мог этим воспользоваться. То есть можно предлагать много что, но этим каждый сможет воспользоваться. Значит, что предлагаю? Да? Есть какой-то креатив. Может быть, даже не обязательно, чтобы это был видеокреатив, потому что не каждый может сразу хорошо сняться, так чтобы реально получилось. Да? Не каждый может сказать, не каждый может записаться.
Поэтому достаточно какой-то креатив, который будет запущен через Facebook или через Instagram рекламу на твою целевую аудиторию. Любая картинка, может быть, здесь какой-то там человечек, да, какие-то там он эмоции испытывает, что-то типа того. И вот здесь вот будет какой-то интересный заголовок, но только заголовок, прям так можно промпты задать на ChatGPT, чтобы заголовок, чтобы он не считывался как реклама. Из серии «Как запустить бизнес в 2025 году без вложений». Там из серии, это сразу считывается как реклама, это уже дешево. Вот эти все как, это все очень дешево. Поэтому прям спросите, а как сделать так, чтобы это считывалось как какой-то, там, не знаю, какая-то полезность, как какой-то пост, как какая-то статья, может быть, как какой-то чек-лист, в конце концов, да, но так, чтобы человек не просканировал, что это реклама, да, чтобы вот рекламные радары можно было обойти. Это первая история. Дальше, соответственно, задача этого креатива на него кликнуть, да, то есть креатив, на самом деле, продает клик. Да, то есть он исполняет первую задачу. Дальше у тебя подписная страница на тебя. Если мы выводим куда-то из Инстаграма, то есть можно оставить в Инстаграме для тех, кто продвигает Инстаграм, можно подписаться где-то на тебя в Телеграме, или, может быть, оставить просто твой email, если у тебя email рассылки, например, да, либо можно оставить свой номер телефона, хотя люди это делают неохотно, потому что они понимают, что обязательно кто-то позвонит и начнет опять впаривать. Это проблема. Поэтому здесь может быть какой-то крупный, опять же, заголовок, который развивает вот эту вот проблему, да, то есть более крупно рассказывает о том, что я там тебе помогу с чем-то, но, опять же, в формате, когда это не считывается как реклама. То есть, опять же, что это какая-то статья, которая, классно какую-то идею раскрывает. Да. Хочешь эту статью получить? Здесь вот просто, чтобы на одном экране телефона поместилась кнопочка, там, условно говоря, подпишись, да, подпишись. Это то, что сразу же, скажем так, вот купит, да, внимание, да, человека. О, класс, какая-то интересная новая статья, какой-то разбор какого-то кейса, да, что-то полезное, что-то новое для себя узнаю. Окей, подпишусь без проблем. Да, здесь ниже потом можно, конечно, какую-то там информацию подраскрыть, то есть сказать то, что там будет то-то, 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 какие-то буллеты добавить, то есть что-то интересное. И опять же, буллеты, опять же, не написать в формате «как», да, а написать что-то, чтобы они чуть более интересно, чтобы они не звучали вот так вот, условно говоря, я научу тебя там этому, потом я тебя научу вот этому, потом я тебя, то есть, подумать, вот как бы они звучали поинтереснее. Или, опять же, спросить ChatGPT, сказать то, что, напиши их более интересно, сформулируй их вот как-то, так-то, так-то, так-то. Соответственно, дальше они подписываются, то есть, например, пусть это будет Telegram, да, то есть то, на чем я сейчас больше всего фокусируюсь, и он, разумеется, переводит тебя на твой блог. И идея в чем? В том, что тебе нужно продвигать не весь блог, тебе нужно продвигать решение твоей головной боли. Решение твоей головной боли. Это значит, тебе нужно построить ссылочку не на весь блог дать, а дать вот на вот этот вот пост. То есть, благо там легко пост копируется, то есть ты можешь сделать ссылку на определенный пост. Ты даешь ссылочку на этот пост и говоришь, что чтобы получить этот бонус, тебе сначала нужно подписаться. Элементарно. Тебе нужно подписаться, чтобы забрать этот бонус. Он нажимает вот здесь вот кнопочку, там, условно говоря, да, подписаться. Вот здесь вот кнопочку «Подписаться», и бот дальше выдает тебе твой бонус, который ты так долго ждал, с этого этапа перешел на этот и на этот. И вот так вот подписчики получаются намного более дешевые. Я тестил, пробовал, и это действительно вот, что работает. На сегодняшний момент работает, да, потому что на этом этапе мы тебе говорим, что это решит твою проблему, а вот здесь вот лежит твое решение проблемы. Вот я зуб даю на отсечение, то, что вот именно эта воронка в 2025 году будет давать больше результата и будет лучше конвертировать твою аудиторию точнее, твою потенциальную аудиторию в твою подписную уже аудиторию. Это как воронка или все же это что-то другое? Небольшая вороночка. Да, это воронка. Это воронка. Воронка. Подходит ли вот такая воронка для всех типов? Для всех. Для всех. На То есть старте. тот, кто продвигается в Телеграме, это прям вот уже готовое решение, которое вот можно брать и применять прям сразу же. То есть вот специально, да, когда ты спросила, вот подумал, какую схему изобразить, именно вот эта схема, она на сегодняшний момент будет лучше работать. Итак, начинаем с заголовка.
Да, Давай продублируем. Да. который все-таки не выглядит как прямая реклама, да, то есть который все-таки пытается как-то вовлечь. Мы подпишем. Заголовок без рекламы. Да, который пропускает, то есть как бы человек очень хорошо считывает рекламу, очень хорошо, какая бы то ни была, да, условно говоря, хоть вот в мире блогинга, да, у блогеров, она занималась там чем-то, и тут бац, с какого-то вообще там появилась там какая-то совершенно другая тема, которая даже вот близко не про ее жизнь. Ну, очевидно же реклама. Очевидно же ты кого-то продвигаешь за деньги. Ну, это не нативно, это, ну, или там по каким-то другим условиям, ну, продвигаешь. Да? То есть человек очень легко это быстро считывает и сразу же пропускает, потому что он пришел получить контент, получить какое-то развлечение, получить какой-то интерес. Да? А это совершенно как бы не работающая история. Поэтому начинаем с заголовка, который не про прямую рекламу. То есть вот надо обойти вот этот вот радар, да, о том, что сейчас все продают, а твоя задача привлечь внимание вот каким-то другим способом. Окей. Это шаг 1. Спасибо огромное. Ребят, пользуйтесь. По-моему, очень простая, легкая схема, которая действительно должна принести результат. Доступно всем. И Это очень доступна важно. всем. Она доступна всем. Отлично. Спасибо, Кость. Веришь ли ты в те воронки, которые существуют без какой-либо боли Нет. и дефицита? Нет. Особенно меня раздражает то, что все сначала построят воронку и ставят на нее абсолютно все ставки и думают, то, что она сработает. Вот безумно меня это раздражает. Без исследования целевой аудитории они начинают что-то там автоматизировать, что-то там начинают писать, что совершенно неинтересно целевой аудитории. Что совершенно, то есть они начинают создавать непроверенное, автоматизировать тем более то, что непроверено. То есть это та же самая история про эти 20 тысяч, которые потом стали 10 тысячами, да, то есть начинают вкладывать в то, что вот еще не существует, да, начинают автоматизировать того, что еще нет, скажем так. Соответственно, как можно создать воронку, если ты не знаешь, что важно для твоей целевой аудитории? Соответственно, им же самое главное этот чат-бот, который вот проведет весь по пути клиента и прогреет его, и он купит. Ну, нет, не верю, конечно. А можно ли построить свой личный устойчивый бренд без личного присутствия в кадре? Можно. В Телеграме. Без лица? Сложнее, потому что все-таки личный бренд – это про личный бренд, а все-таки где ты себя проявляешь так или иначе, но ты можешь фотку добавлять, и уже какое-никакое лицо, где-то там выступишь на зумах, и уже, в принципе, какое-то живое лицо. Да? Может быть, когда-то там ты сходишь на какую-то конференцию, и уже прям живое тело, которое там перед тобой выступает. Да? Но так или иначе, да, вполне себе. То есть, если ты не про YouTube, если ты не про Instagram, то вполне себе ты можешь начать с Telegram. И прикол в том, что это доступно всем. Понимаешь, в чем идея? Что это доступно всем. Опять же, не каждый способен вот так легко проявиться в инсте, тем более записывать рилсы, тем более это делать системно, тем более в это вкладывать, тем более дополнительно с этим учиться. То есть это много челленджей, много задач. Но начать ты можешь с простого и делать это дисциплинированно и системно. Да? Каждый день по одному небольшому постику, раз, и уже привык. Оказывается, по-другому нельзя. Ты когда-нибудь запускал проект, вот в который не верил? А все-таки клиентские, да, запускал. Были такие проекты. Не верил, что залетит этот продукт, вообще не верил в человека. Но в момент, когда начинал, когда обслуживал всех подряд, всем говорил да, оказывается то, что, оказывается, сработало. Ну, соответственно, вот сработало и запустились. Я знаю, что ты сейчас также работаешь спикером на мероприятиях, даешь полезность. Как вот ты фильтруешь тех людей, которые приходят просто взять под видом вдохновиться? Эдакие, знаешь, нахлебники.
Эдакие нахлебники, которые потом пользуются твоими идеями. Бывало ли, возможно, такое, что ты просто давал совет, и человек даже не сказал спасибо, но твоя идея очень пригодилась? Было. Я в этом ничего такого не вижу, потому что я тоже от кого-то учусь, у кого-то смотрю. Я очень уважаю тех, у кого я смог какие-то знания, какой-то опыт взять. То есть я как бы... Видишь, логика это очень простая, потому что мир учится по какой-то модели. Всегда, да, по какой-то модели самолета, по модели птиц были созданы, да, метро, там по модели там, то ли червячков, то ли муравьев, что-то такое, да, между этим среднее. Поэтому это абсолютно нормально, то, что мы друг к другу ходим, друг у друга учимся. А когда учатся у меня и берут какие-то те фишки, те идеи, те продукты, которые я предлагаю, вот это я считаю, то, что я на правильном пути. То есть это для меня симптом того, что я что-то делаю правильно, потому что кто-то мои идеи и мысли разделяет. Поэтому я учусь у кого-то, да, у более крупных ребят, которые на 2-3 шага впереди меня, и я забираю их модели поведения, модели решения, комбинирую, да, потому что есть мое позиционирование, мое ТП, да, на этом рынке. И, собственно, моя задача это всячески упрощать, автоматизировать с помощью искусственного интеллекта. Да. А они учатся у меня. Отличный взаимообмен, потому что когда-то обязательно я чему-то у них тоже поучусь. Мне же это тоже доступно. Why not? Поэтому welcome, берите, забирайте. Это будет, наоборот, меня заставлять двигаться дальше, делать больше и еще лучше копаться в рынке. Потому что я не хочу сам стоять на месте. Нет в этом никакого смысла. Давай немного повангуем. Окей. И сейчас представим нашу жизнь. Окей, далеко слишком не будем забрасывать удочку. На 3 года вперед. Как ты думаешь, насколько будет актуально то, что актуально именно сейчас? Насколько вырастет AI? Возможно, люди уже вообще не понадобятся, и будет только AI, или все-таки понадобится? Что произойдет, по твоему мнению? Рынок будет, очевидно, трансформироваться, потому что он стремится к упрощению, он стремится к тому, чтобы автоматизировать все, что можно автоматизировать. Главное этим не злоупотреблять и реально понимать, что ты автоматизируешь. Люди будут нужны, потому что все равно в конечном счету человек приходит к человеку, человек будет управлять технологиями, человек будет говорить то, что окей, эту технологию пропускаем, эту технологию не пропускаем. И идея будет в следующем. Да. Будет еще больше инструментов, будет еще больше технически грамотных людей, потому что хочешь не хочешь, но ты вынужден следовать вот этим трендам, ты вынужден этому учиться, поэтому людей технически грамотных станет больше. Эти люди будут также продолжать совершать базовые ошибки в погоне за инструментами. Это тоже ошибка большинства предпринимателей, большинства экспертов, что они все время расскажи про инструменты. Пожалуйста, дай инструменты, дай инструменты. Но инструменты без базового образования, они никак тебе не помогут. То есть ты не поймешь, как пользоваться трактором, чтобы выкопать там какую-то ямку себе, да, для того, чтобы перед тем, как ты не научишься пользоваться этим трактором. То есть, бесполезно. Вот, поэтому вот что будет через 3 года. Будет еще больше инструментов, будет еще больше технологий, будет больше технически грамотных людей, и в том числе будет еще больше ошибок, потому что люди бегают за трендами и надеются увидеть в этом таблетку от решения всех своих проблем. Да? А на самом деле таблетка решения от всех своих проблем лежит в образовании. Вот. Обучайтесь, образовывайтесь, не просиживайте жопу на красном диване, как сегодня это сделаем мы, но при этом мы сегодня образовываем других людей. Хотим дать то, чем они действительно смогут воспользоваться. Кто такой Константин Жучков через 3 года? Он все равно Константин Жучков. Почему мой подход никогда не умрет? Никогда не умрет. Потому что я перестал как раз-таки фокусироваться на инструментах, бегать за ними, что-то там их разбирать, как-то их пытаться внедрить. Это не работает. Работает что-то вечное. Да? Вот как 100 лет назад было 2 плюс 2, это было 4 в классической математике, другие не разбираю. И через 100 лет я уверен, что все равно будет 2 плюс 2, все равно 4.
Поэтому кто такой Константин Жучков через 3 года? Это тот же самый Константин, который продолжает решать те проблемы, которые будут там, которые будут вечные. А моя экспертиза, вечные проблемы, они всегда в рекламе и в продажах, потому что человек всегда хочет больше себя продвинуть, предприниматель-эксперт хочет больше получить клиентов, хочет больше на клиентах сделать продаж. Поэтому Константин Жучков остается таким же трушным, обычным пацаном, который также помогает решать проблемы через 3 года, ну, в контексте каких-то новых инструментов, новых технологий, новых идей. А все подходы, которые я предлагаю, самые базовые, самые простые, самые вот доступные всем. Вот ты просто вот возьми вот по этой инструкции и сделай. И у тебя все получится. Ну, знаете ли, раньше все думали, что Земля круглая, а сейчас уже говорят плоская. Так что, возможно, и 2 плюс 2 будет уже и не 4. Ну, будем верить в то, что мы все-таки останемся в какой-то классической парадигме, и люди будут считать, что 2 плюс 2 – 4. Я верю в какое-то такое будущее. Ты сейчас находишься в Соединенных Штатах. У тебя есть опыт распознавания ресурсов маркетинга и в других странах. Сейчас ты видишь, что происходит здесь. Так вот, давай проведем с тобой аналитику, сравнение по поводу развития маркетинга в странах бывшего Советского Союза и сейчас Запад. Отличаются только люди. Вот здесь немножко другие привычки, другие тенденции, другие тренды, другая культура потребления контента, потребления информации, да, другая культура принятия решения где-то в каком-то степени, да, где-то, опять же, здесь больше про доверие. Если там больше про картинку, здесь больше про доверие, про надежность. Вот какие-то такие вещи. Честно, в инструменты уже на сегодняшний момент, да, какие-то более раскачанные, Facebook, Instagram, как реклама работает лучше, да, то есть вот почему, когда из России ушел Facebook, Instagram в 2022, очень много школ просто попадало, ну и бизнесов на самом деле попадало тоже, очень много школ и бизнесов попадало, просто потому что Facebook, Instagram изначально сфокусирован на том, чтобы искать под твою проблему и задачу людей, у кого есть эта проблема и задача. Вот в чем дело. Поэтому как инструмент, конечно, это более подходящий инструмент для рекламы. То есть формирует аудиторию. Да, формирует твою аудиторию. С большей вероятностью ты там найдешь свою аудиторию, чем если ты будешь пользоваться какими-то другими социальными сетями. Вот, поэтому с точки зрения инструментов все, опять же, плюс-минус точно то же самое. Где-то твои клиенты сидят, надо просто понимать, где они сидят, где ты лучше продаешь, и опять же знать свою целевую аудиторию. Вот если ты знаешь свою целевую аудиторию, если ты понимаешь, что для нее важно, какие у нее проблемы, какие задачи, как эти задачи решаются, какое событие в их памяти вызовет воспоминания об этой проблеме, да, у них снова заболит, и это является триггером, да, вот этой ситуации. Поэтому вот если ты это знаешь, вот эти вещи понимаешь, опять же, то, что доступно всем, просто где-то поговорить, где-то позвать на диагностику, где-то просто послушать человеческую историю, потому что ты до этого человека можешь дотянуться. Вот, по сути, все, чем отличается. Да, какие-то инструменты более раскачанные. То есть, очевидно, России живется хуже без Facebook и Instagram. Ну, наверное, какие-то в будущем инструменты, там, может быть, ВК или Яндекс.Директ догонят. А возможно, что вернутся эти социальные сети? Возможно. Я в политику не лезу, на сегодняшний момент никаких прогнозов не делаю. Но, возможно, вернутся. Отлично. А тем, кто пользуется рекламой вот в Facebook и Инстаграме, я пользуюсь там, да, в первую очередь, этой рекламой. И, соответственно, для меня ценнее этот инструмент, потому что он лучше ищет целевую аудиторию. Вот, на самом деле, все отличие. То есть какие-то раскачанные, какие-то более раскачанные, менее раскачанные, но все равно аудитория там сидит, и ты можешь ее найти. Поэтому вопрос, кто твой специалист, кто тебя сопровождает, насколько он экспертен в этом вопросе, насколько у него много кейсов в этом вопросе, сколько у него открученного бюджета, если мы говорим про рекламу, да, в этом вопросе, ты обязательно найдешь свою целевую аудиторию в любой социальной сети, если ты ее знаешь, если ты ее понимаешь, если ты с ней общаешься.
Вот такой отличный, по-моему, у нас сегодня получился подкаст. Друзья, напоминаю, что комментарии вас ждут, бот вас ждет. Пожалуйста, вспоминайте инструкции и делайте, как все было указано и как об этом рассказывал Константин. Ну а тебе, Кость, спасибо огромное. Сегодня мы классно поговорили. Как всегда, без цензуры, только на вайбе успеха. Благодарю. Заебись. Ну, возможно, ты знаешь, что-то хочешь еще сказать нашим слушателям от себя. Такой вот прям. Я хочу слушателям рассказать про то, что вот на красном диване вот это контент, ребята. Создавайте реально классный, запоминающийся контент. Вот это опыт. Не скучно. Да, не надо вот эти вот душнилы, скукота, ну просто безумие, с ума сойдешь. Надо быть трушными, настоящими. Вот диван красный, это про меня. Спасибо большое за приглашение, было очень ценно. Классные вопросы, классное раскрытие. Я получил неимоверное удовольствие поделиться, и спасибо, что позволило раскрыть одну из моих самых важных потребностей. Это реально делиться с людьми, да, потому что мне очень реально важно помогать. Я себя чувствую в 10 тысяч раз лучше. А когда я могу помочь еще большему количеству людей, я себя чувствую настоящим предпринимателем, который тянет вот эту вот задачу как можно большему количеству, создать больше пользы. Вот это безумно ценно, поэтому думаю, что я здесь, это даже вот тот вин, где я чуть больше выиграю, чем ты. На этом мы наш добродетельный подкаст заканчиваем. Всем спасибо. Обязательно лайк, подписка и ждите новых сюжетов. Пока.